Вот почти уже 20 лет. Моддинг на игру Stalker не перестает радовать фанатов серии выходом и разработкой все новых и новых проектов. Какие-то из них кардинально изменяют привычный нам мир Сталкера, дополняют его, возвращают его к тому самому Сталкеру, который все ждали. И это хорошо, ведь благодаря модам и широкому их выбору, будь то сюжетные, геймплейные и проекты другой направленности, игровая вселенная Сталкера продолжает долгие годы оставаться на плаву. Но встречаются среди них по праву уникальные творения, где авторы решили отступить от привычных рамок и покинуть территорию Чернобыльской зоны отчуждения, создав необычные, можно сказать, уже новые игры на движке Сталкера, но совершенно в другом игровом сеттинге. Например, фанатам модов предстоит участвовать в гонках, исследовать заброшенный город или территории СНГ после зомби-апокалипсиса, прятаться от Сандермена или даже отправиться на Луну. Какие-то из представленных модов вышли очень даже хорошо и навсегда оставили приятный отпечаток в памяти. Другие получились веселым приключением, а третьи оставили весьма неоднозначное мнение. Так что это за моды? Разберем все по порядку. Всем привет! Это Крамер, и сегодня у нас топ-15 необычных игр, модов на Сталкер. Идущие впереди слегка освещают неведомое. Джон Денсмор. Перед тем, как начнем наш сегодняшний топ, важно отметить один момент. В названии ролика указано топ-15 игр. Но по сути играми данные моды не являются, а все так же остаются модами. Просто чтобы детерминировать их как проекты, которые уносят нас за пределы Чернобыльской зоны отчуждения и вообще зоны с привычными нами артефактами и аномалиями. Данные моды были отнесены к категории игр, но таковыми не являются. Итак, начнем. Medieval мод. Мод представляет из себя локацию в средневековом стиле. На локации присутствует растительность, различные объекты. Для большего антуража главному герою добавлен меч. Здесь нет заполнений даже монстрами и прочей живностью. Какого-то сюжета и квестов вы также здесь не найдете. Это просто локация, по которой можно побродить с мечом в руках. На этом все. Не представляет из себя ничего особенного, поэтому располагается в конце данного топа. Dead Raid Race представляет из себя мультиплеерный проект, который на текущий момент в одиночку вы вряд ли поиграете из-за пустых серверов. В целом проект выглядит очень здорово. В моде есть внутриигровой voice-чат. Есть вид как от первого, так и от третьего лица. Имеется несколько карт. Помимо привычных трасс есть и гонки по бездорожью. Автомобиль в начале матча выбрать нельзя. Это делается автоматически. Пофанится вечерок-другой. Почему бы и нет? Видно, что сделано все очень качественно. Но все это перекрывает то, что поиграть в мод вам вряд ли удастся. А так бы мод оказался намного выше в данном топе. В общем, ждем обновления проекта. Адский асфальт. Следующий участник нашего топа также является симулятором гонок. Здесь мы уже сможем погонять в одиночку. В главном меню нужно выбрать один из интересующих режимов. По большому счету в большинстве режимов надо проехать определенное количество кругов, либо собрать все маркеры на заданной трассе. Выглядит это как
Копия Need for Speed с заголовком Васян Edition, бюджет разработки которого составил несколько баночек боярышника. Все упорото, все очень криво, и по сравнению с этим модом прошлый выглядит как AAA проект против инди-поделки. Но нужно иметь в виду, что мод был разработан 10 лет назад. Фронт. Уже второй в сегодняшнем топе мультиплеерный проект, где игрокам предстоит почувствовать себя бойцом времен Великой Отечественной войны. Базируется он на платформе Stalker Чистое Небо. К сожалению, на текущий момент мод заброшен и абсолютно позабыт. Да так, что я не смог найти в сети даже возможность его скачать. Или найти какие-то футажи, записи или хоть какие-то материалы, кроме данных скриншотов. Зато имеется следующее описание. Реализована локация Прохоровка. В моде нужно ездить на танках и устранять соперников. Need for Speed с Алиэкспресса уже был, а здесь у нас World of Tanks от цыганки из Перехода. Бета-версия проекта была доступна в 2020 году и, возможно, имела интересную задумку, но результат мы видим. Кстати, на данный момент разрабатывается проект Dead Raid Car Fight, где уже можно посоревноваться на БТРах в привычной нам зоне. Что из этого выйдет, поживем увидим. Стоит отметить, что прошлым проектом команды являлись гонки из текущего топа, а именно Dead Raid Race. Dreams, часть 2. 11 место данного топа занимает весьма неоднозначный проект. Скорее всего, вы про него даже не слышали, но после просмотра данного видео точно запомните его. Он является некой метафорой автора на видении нашего с вами мира. В моде нам нужно буквально только ходить по коридорам, выполненным в виде плиток. Идеей для мода послужил сон, который приснился автору. История разработки в целом достойна экранизации. Вы сами можете ее почитать. Автор расписал все в малейших деталях. Поверьте, это стоит того, чтобы уделить время и прочитать текст полностью. Но если кратко, девушка была что-то типа неформала и просто решила сделать мод. Ее родители посмотрели на то, что вышло, отправили ее к психотерапевту. Тот тоже сказал, что она поехала кукухой. Это еще он вот это творение не видел, иначе бы сам лег в дурку. И мы хах. Заодно посмотрим, как, блять, сука, блять, пиздец. Сука, поимею тебя. А по твоей теме иди нахуй. Ну или вот этот мод. После чего положили ее в психиатрическое отделение, где она встретила нового друга, подругу. Но подруга была необычная и постоянно что-то говорила. Держите свой разум шире и свободнее. Слушайте свое сердце и голос разума в первую очередь. Сейчас великое время лжи, и не стоит верить мне в том числе. Я лишь открываю глаза на определенные установки, и как вам воспринимать информацию от меня, решать только вам. Мне, правда, не нужна ваша энергия, и у меня нет цели перевести ваше внимание на какие-то беспросветные и бесконечные ожидания чуда. На протяжении месяца автор мода записывал ее мысли, которые игроки теперь могут найти в моде, если будут проходить его. Как определить, что вы на верном пути? Вас будет сопровождать чувство наполненности, широты восприятия, вы будете слышать себя кристально чисто, четко слышать и воспринимать информацию извне и качественно фильтровать ее спокойно. Не будет вас посещать беспричинный страх. Каждая форма и слова имеют некий образ, и в них содержится ряд информации, которая накладывается и запечатляется в сознание человека. Поэтому будьте бдительны с тем, чем вы напитываете свое сознание.
После она покинула психиатрическое отделение, а подруга там так и осталась. Далее съехала от родителей, поменяла имя, но по заверениям девушки так и не прошла ни разу сталкера за 12 лет, так как он занимал лишнее место. Цитата разработчика. Надеемся, что у нее все в порядке, и пожелаем быть счастливой. Attack Dreams 2 — это бродилка, где ходишь по мрачным коридорам в поисках выхода и находишь записки. Все в лучших традициях инди-хорроров, но тут скорее психодел. Военный корреспондент. Открывая десятку данного топа, мод «Военный корреспондент». Не самый лучший выбор, если захотите поиграть в мод. Но все же такой проект существует. Нам предстоит выступить в роли репортера, который собирает информацию из военной ситуации на юго-востоке Украины. В моде можно выбрать какую-либо сторону конфликта. От себя отмечу, что локация выполнена ужасно. Ну что это такое? Ну это пиздец какой-то просто. Зато есть новый сюжет, персонажи, группировки, торговцы и так далее. Почти все детали присущие обычным модам. Слендермен мод. Это хоррор от первого лица. Сюжет игры построен на основе персонажа сетевого фольклора по имени Тонкий Человек. Здесь нам нужно бродить и собирать записки, коих имеется 8 штук. При этом нужно не попасться загадочному Слендермену. В целом это выглядит точно необычно. И мод действительно может вас напугать. Имеется некого рода аутентичный худ камеры, анимация того, как нас ловит Слендермен, после чего мы попадаем в его комнату. И на этом игра окончена. Rich Mod. Следующий проект автора, разработавшего Slenderman Mod. Как и прошлый проект, он построен в жанре хоррор. В одном городке люди стали заболевать страшной болезнью. Как оказалось, лекарство есть, но оно находится очень далеко. Главный герой отправляется в путешествие за лекарством на корабле, на котором будет работать в качестве матроса. На протяжении всей игры мы будем ходить по кораблю в поисках ключей для открытия дверей. По геймплею встречаются скримеры, страшные звуки. Корабль по внешнему виду достаточно старый и вот-вот развалится. Главного героя будет подстерегать множество ловушек, монстров, тупиков, ситуаций, в которых думать некогда и многое другое, гласит описание мода. В это уже можно и поиграть. Я прошел мод полностью и был весьма удивлен, ведь он реально неплох, но на большого любителя. Вам нужно выжить на корабле определенное количество ночей. Поначалу все кажется очень странным и непонятным, но с каждой минутой блуждания по огромным коридорам корабля мод нравится все больше и больше. Чем это можно объяснить? Где-то автор делает интересные катсцены, анимации, погоню за главным героем. Очень понравился вот этот лабиринт. Неожиданные скримеры, загадочные персонажи, иной мир. Плюс жестокие элементы локации смотрятся круто. Rich Mod стал для меня неожиданной находкой. Седьмое место. Опасный район. Небольшой короткометражный мод, где нам предстоит поучаствовать в разборках между бандами. Раз ты взял за заказ эти детали, около недели назад я купил реальностной банды и смог ценный товар. Чего? Миссия предоплату. Тебе нужно поехать и забрать товар. Хуй картавый, ни одного слова не разберешь, к логопеду, блядь, иди. Главному герою по имени Джонни нужно будет добраться до клуба под названием Спагетти и забрать у местного пахана товар. Но в ходе этого дела нас все хотят развести, а потом предлагают поиграть в русскую рулетку. И не один раз, а целых 3.
По итогу мы валим всю местную банду. И нам нужно вот на таком шикарном автомобиле с тонировкой покинуть данный опасный район. В то время, пока по нам вваливает военный вертолет. Был бы мод более продолжительным, еще куда ни шло. А так что имеем, то и имеем. Дринкер мод 2. Гробницы короля Артура. И нам вновь предстоит отправиться в прошлое. В этот раз в средние века, во времена крестоносцев, где мы побываем в гробнице короля Артура. Дринкер мод 2 — это короткометражка. По сюжету герой избавился от алкоголизма и решил приобрести просветление. И не нашел места лучше, чем гробница короля Артура. Вот так вот взял и легко отправился в прошлое. В начале мод представляет из себя подобие квеста. Даже первая локация взята из игры Penumbra Overture. Нам нужно зажигать свечи и разгадывать шифр, чтобы получить код и выбраться из шахт. Код на электронную панель в средние века. Угу. Далее вообще будут вояки с оружием. И, возможно, это они сделали электронную панель из загадки через подсвечники и азбуку Морзе. Но не суть. Разгадать шифры при первом прохождении, возможно, для кого-то будет тяжело. Нужно почитать азбуку Морзе и посчитать подсвечники в пещере. После разгадки, вбив код, мы получаем меч короля Артура. И можем с легкостью уничтожить надоедливых зомби. Далее, побродив по гробнице, выходим на поверхность. Пробиваемся через толпы врагов и попадаем вот в такую пирамиду. Какой-то логики здесь нет. Скорее всего, проект — это просто эксперимент. У него есть еще и первая часть, и якобы они связаны между собой. Но события там происходят в привычной нам ЧЗО, что не подходит для данного топа. 5 место. Обреченный город. Классика модов на Сталкера. Обреченный город. Это были те времена, когда моды продавались еще на дисках. И только-только появлялись первые репаки на трекерах. Создатели мода решили покинуть Чернобыльскую зону, что автоматом позволяет разместить мод в нашем сегодняшнем топе. Но в то же время мы будем наблюдать процесс зарождения зоны, только в вымышленном городе Лермонтов и его окрестностях. В 2009 году этот мод был чем-то чрезвычайно иным и смотрелся уже тогда как что-то уникальное. В моде присутствует новый сюжет, локации. А какая здесь озвучка? Ой! Ты кто? Что надо? На вокзале федералы, понимаешь, держат моих разведчиков. Если вернешь их, я в долгу не останусь. Все настолько плохо, что даже хорошо. Перебить такую может разве что осведомитель из истории Борова. Осведомителем меня ключит. Шахара такой. Работенка тут появилась. Не бойся. Отплачу или информацией, или деньгам. Либо вот этот персонаж. У меня никогда ничего не выходило. Но сделаем скидку, что это был 2009 год, а это 2024. И вот прошло 15 лет, и я вновь вернулся в обреченный город. И знаете что? Было приятно побегать по его улицам, послушать его упоротую озвучку. Квесты здесь не блистают какой-то уникальностью, но все же они есть. Главный плюс мода — это полностью новый город. Но все же мод не прошел проверку временем. Тот же фотограф даже сейчас уделает большинство модов по уникальности квестов. Наверное, все дело в том, что мод напомнил те времена, когда моддинг еще только-только зарождался, когда приходил со школы домой и допоздна играл в зону поражения. А на полке лежал диск с оригинальным сталкером «День Чернобыля». И вот я прошел мод полностью. И, наверное, больше никогда в него не вернусь. А мы идем дальше. 4 место. Операция «Черное гнездо». Это Небо-3. Нахожусь в районе метеоритного катера. Визуальный контакт с группой Альфа не установлен. Прием. Вас поняла. Продолжайте патрулирование. Приближаемся к списку первой тройки сегодняшних модов. И на 4 месте разместился короткометражный мод «Операция Черное гнездо». Сама по себе разработка уникальна тем, что представляет собой ремейк игры Venom, Codename Outbreak. Это ранний проект разработчиков игры Stalker. Действие игры переносит игроков в 2034 год. Завязка сюжета в том, что Земля чудом разминулась с кометой, но метеориты из ее хвоста активно усыпали поверхность планеты. Метеостанция «Северный ветер» основана в 2005 году. За время работы никаких экстренных ситуаций в данном секторе не зафиксировано. 10 апреля метеостанция разрушена в связи с падением крупного метеорита из хвоста кометы JK4538XK. Группа исследователей, отправленных на место падения метеорита, пропала без вести. По
Помимо физических разрушений, они занесли на планету чужеродные споры, которые начали быстро разрастаться в земных условиях. Реализована крутая локация, на которой и будет происходить весь сюжет. Смотри-ка, вон идет полицейский. Может, он объяснит, что у них стряслось? Довольно интересно поступили с оружием. Мы не сможем подобрать никакую пушку. Она будет у нас одна. Но при этом для нее имеется 3 различных режима. Это автомат, дробовик и снайперка. Помимо этого мы можем управлять буквально за 2 персонажей. А точнее переключаться между ними. Второй при этом становится вашим напарником. И будет помогать вам, пока не погибнет. В основном игрокам придется бродить по локации, искать ПДА, бить врагов и уничтожать инопланетных пауков. Очень жаль, что в моде реализована не вся игра. И, пожалуй, для себя я даже попробую поиграть в оригинал. Игры начала нулевых такой тематики мне очень нравятся. И, кстати, сегодня будет еще один проект от разработчиков данного мода. Ребята, да это же выживший док. Выведите его в зону эвакуации. Я думаю, у него есть о чем рассказать. Дополнительные моды. Перед тем, как перейти к тройке лидеров, стоит упомянуть еще ряд проектов, которые я очень ждал, но по различным причинам они не вышли. Не выйдут никогда, либо все еще находятся в разработке. Новый мод от Жикана. Недавно Жикан, разработчик одного из лучших модов на Сталкер Золотой Шар Завершение, сделал анонс и показал материалы по своему новому проекту. Какого-то рабочего названия еще нет. Известно, что мы будем находиться в Китежградской промзоне. Автор выложил большой геймплейный ролик. При желании любой может ознакомиться. Обратно в лес. За процессом разработки данного проекта я наблюдал все время, пока выходили хоть какие-то материалы по нему. Однако с 2016 года по моду нет никаких новостей, и, скорее всего, он уже никогда не выйдет. Но, если кратко, то игрокам пришлось бы выживать на огромной локации, в новом сеттинге, отличном от Сталкера, с новым сюжетом, связанным с падением Тунгусского метеорита. Делался большой акцент на выживание. В частности, игроки смогли бы добывать различные ресурсы: глину, дерево, кусты и ягоды, крафтить предметы, например, кирпичи, путем обжигания глины, и вооружаться подручными средствами, брать в руки камень, палку или факел. Кроме того, была реализована физика разрушения динамических объектов на уровне. И это был 2015 год. Сегодня мы увидим один мод, который, очень похож на данный проект. Обратно в лес. Жаль, что проект так и не вышел. Могло бы быть интересно при грамотном подходе. Gloom City. Разрабатываемый мод в стиле инди-хоррора, но на движке Сталкера. По крайней мере, к такому жанру его можно отнести, если судить по материалам разработки. Кроме данного описания, по моду ничего не известно. Год назад показали вот такой скриншот, и на этом все. Что происходит с модом на текущий момент, неизвестно. Alone in Sandstorm. Анонс данного мода произошел совершенно неожиданно. Его название отсылает нас к другому моду – Alone in Windstorm, но ничего общего с ним не имеет. Здесь даже другой разработчик. И, судя по трейлеру, сказать, что это такое, очень затруднительно. Где-то это выглядит как первый Far Cry. Где-то как Far Cry Primal. В то же время есть футажи с оружием в руках, подземельями и противогазами. В общем... Нет слова от эмоций. Alone in Windstorm Fallen Bear. Полноценное продолжение модификации Alone in Windstorm. Продолжение переносит нас на 20 лет вперед, после событий первой части. Радиация, она как чума. Мы здесь все заперты. Местом действия сюжета станет один из регионов Дальнего Востока. В отличие от первой части, теперь нам предстоит играть за девушку, Светлану. Все, что знал, уж по 100 раз поди и рассказывал. Ну а Светка вот не слышала много чего. Расскажи про это место. По трейлеру можно заметить значительные изменения по сравнению с первой частью. Здесь и новые фичи, анимации, мутанты, интересные локации, озвучка персонажей. Стоит отметить, что автор очень сильно прокачался, если судить по трейлеру. Пожелаем успехов, очень жду продолжения и спасибо за первую часть.
Вот мы подошли к тройке лидеров сегодняшнего топа. И после просмотра данного видео может сложиться впечатление, что только данную первую тройку модов можно рекомендовать к прохождению, а все остальное заинтересует разве что трушных фанатов модов на Сталкер. Но тем не менее проектов с подобным игровым сеттингом не так и много. И это на данный момент все моды, что я смог найти. Итак, переходим к топу лидеров. We are not alone. Мы не одни. Это поистине сам уникальный и не похожий ни на что мод из сегодняшнего топа. Ведь он отправляет нас никуда бы то ни было, а на Луну. Все началось с того, что мы в роли спецназовца в одном НИИ должны остановить террористов. После чего в результате пространственно-временного разлома попадаем в некий научный бункер. И это еще не все. Мы попали в будущее. На 80 лет вперед. Моду уже 8 лет. А вроде только недавно все шутили по типу: вы еще сталкера на Луну отправьте. Отправили. И мы, словно герои мода, сами отправились в будущее. Только не на 80, а на 8 лет. Даже если мод и создавался как какая-то шутка, вышло это очень удачно. Помню, как впервые вышел на поверхность Луны. Будто впервые в далеком 2007-м запустил зону поражения. Это было действительно в новинку. Сюжет здесь не шедевр, но он и неплохой. И в некоторых моментах точно сможет удивить игрока. В моде всего 2 локации, но и этого будет достаточно. Если вы когда-нибудь поиграете в We Are Not Alone, то точно запомните его надолго. Оставшийся умирать. Это самый глобальный продолжительный мод из всех, которые вы сегодня видели. Не сказать, что прохождение займет очень много времени, но несколько вечеров активной игры полное прохождение точно займет. Итак, что это такое? Проект переносит нас в 2011 год, на территорию России, где по неизвестной причине случился зомби-апокалипсис. Имеется 15 локаций. Главный герой по имени Сергей застал все это дело только спустя несколько недель, находясь далеко от цивилизации, и теперь ему предстоит научиться выживать в данном мире. Так гласит описание к моду. По ходу прохождения мы увидим, как человек меняется, когда возникает хаос, и нормальный мир перестает существовать. Все по заветам фильмов и сериалов по зомби-апокалипсису. Нашими врагами будут здесь дикие звери, люди. Чего не понимаю. И зомби. Проходить мод было интересно. Разрабатывался он долго, но автор все же довел его до релиза, за что ему огромное спасибо. Несколько лет я наблюдал за его разработкой. И вот в 2018 году произошел релиз. И вот прошло 6 лет. Я поиграл в мод во 2-й раз. Прошел ли мод проверку временем? Да, определенно. Особенно мне понравились новые локации. Если ты встречаешь какого бы то ни было персонажа, то всегда узнаешь его историю. Плюс он расскажет тебе, что происходило вокруг, когда все это началось. Главное, что оставшийся умирать имеет особый вайб. И порой действительно отвлекаешься и смотришь на него как на отдельную игру, а не на мод на игру Сталкер. А мы идем дальше. Первое место. Alone in Windstorm. Alone in Windstorm — это сюжетная модификация с элементами выживания в зимний период времени во вселенной игры Metro 2033. Для создания данного топа я прошел этот мод 3-й по счету раз. И очень жду продолжения Fallen Bear, о котором сегодня уже шла речь. Да, идея мода не уникальна, как, например, в том же We Are Not Alone. И по сути это смесь Сталкера и игры The Long Dark, имеющие те же идеи, те же механики с некоторыми отличиями, те же предметы. Но знаете что? Эта смесь вышла очень удачной. У вас не будет привычного ПДА, но зато будет карта и компас. Холод, голод и дикие звери станут вашими главными врагами. В то же время с убитого волка можно собрать мясо и полезные ресурсы для выживания. А если есть желание отдохнуть с удочкой в руках, АИФ также дает такую возможность. Время от времени нужно будет возвращаться в свое убежище. Например, чтобы переждать ночь, снежную бурю, или привести персонажа в порядок, покушать, попить и так далее.
У игрока будет оружие, патроны для которого нужно беречь и использовать в случае крайней необходимости. Да, их можно крафтить, но все же лучше иметь определенный запас. Мало ли что. В моде всего 5 локаций, но исследование каждого их уголка того стоит. Здесь очень грамотное наполнение. Где-то это будут какие-либо ресурсы, полезные для вашего выживания, а где-то мы сможем найти различные записи, проливающие свет на различные события. И все это завязано на истории выживания лишь одного человека, главного героя мода. А каким оно будет, зависит только от вас и вашего прохождения мода. Alone in Windstorm. Заслуженное первое место текущего топа необычных игр, модов на движке Stalker. Ну что, выживший, вот и подошло к концу наше сегодняшнее необычное приключение. Это был долгий путь, впрочем, как и обычно. Многие годы я наблюдал за разными проектами по сталкеру и выискивал среди них вот такие необычные находки. Что из этого вышло, вы сами увидели. Буду непременно ждать похожие моды и пожелаю авторам творческих успехов. А у нас впереди еще много проектов, и мы обязательно встретимся. Всем огромное спасибо за просмотр. И если не сложно, не забудь написать в комментариях про свой любимый мод по данной тематике. Пока, друг. До новых встреч. Это был Крамер. Конец сообщения.